Всем привет! Сегодня готовим самую быструю, очень вкусную закуску, которая всегда разлетается на ура на любом праздничном столе. И ее даже оказывается мало. Сегодня делаем, так сказать, палочку-выручалочку. Берем багет, потому что он подойдет наилучшим образом, и нарезаем его на вот такие вот небольшие кружочки толщиной примерно 1,5-2 сантиметра. Не нужно разрезать его под углом, нам нужны небольшие, красивые вот такие вот кружочки. Ну и после того, как вы нарезали багет, его нужно будет превратить в гренки самым любимым, удобным для вас способом. Я же делал это все по старинке, жарил их на сковороде с небольшим добавлением подсолнечного масла. Затем каждую гренку нужно будет натереть чесноком с солью с двух сторон. Таким способом приготовленные гренки получаются самые вкусные. Ну а сейчас приготовим самую вкусную намазку. Берем рыбные консервы. У меня сегодня тунец. С консервы нужно будет слить полностью все масло. Конечно же, вы можете использовать ту консерву, которую больше всего любите. Все остальное, что осталось в банке, отправляем в глубокую тарелку. Берем вилку и всю рыбу, которая есть в тарелке, немножко вот таким вот образом измельчаем. Ну а дальше нам понадобится 3 яйца, отваренных вкрутую, и их полностью все нужно натереть на мелкой терке. Затем берем плавленый сырок и его тоже натираем на мелкой терке. Ну а полностью подробный рецепт, сколько чего нужно, читайте в описании под видео. Ну а дальше нам понадобится одна отваренная морковка. Ее мы не будем натирать на терке, ее нужно будет нарезать на маленькие-маленькие кубики. Такими кубиками мы попытаемся, ну а впрочем напишите в комментариях, что я попытался сделать. Всю измельченную морковку отправляем в общую глубокую тарелку. Затем нам еще понадобится несколько перьев зеленого лука, и их тоже нужно будет мелко нарезать. Далее все, что есть в тарелке, нужно посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. Ну и в самом конце заправляем все майонезом. Майонезу нужно примерно 1,5-2 столовые ложки. Берем ложку или вилку, кому чем удобнее, и очень хорошо все перемешиваем. Ну а дальше берем гренки, которые мы раньше готовили, и каждую гренку намазываем вот этой вкусной намазкой. Намазки в этом случае не жалейте. Ее нужно намазать не слишком мало, но и не слишком много, так чтобы все было в меру. Из той порции, что мы приготовили, получится 2 вот такие вот большие тарелки. Все получилось очень красиво, вкусно и очень-очень аппетитно. Если вам понравился такой вот вариант, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями. Также не забудьте посмотреть еще один очень вкусный рецепт на любой праздничный стол. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!